Всем привет! Сегодня на заточке у нас будет мачете от компании ПП Кизляр. Ножны у нас из кордура с пластиком. Внутри находится само мачете. Мачете называется Тайфун. Сделано оно из стали 65Г, длина клинка 270 мм и толщина по обуху 3,5 мм. Твердость стали составляет порядка 59 единиц по Роквиллу. Продемонстрирую состояние остроты до заточки. Сейчас мачете у нас подтуплена. Более килограмма. Точить будем в тот же самый угол, который у нас заложен заводом. Будем попадать. Для заточки будем использовать точилку профиль К03 и цельнофрезерованные зажимы. Заточку производим водными камнями Barite CSHD, чтобы проверить, как будет себя вести сталь 65Г, подверженная коррозии. Данные камни нуждаются в замачивании, поэтому мы погружаем их в воду примерно на 2-3 минуты, пока они не перестанут впитывать воду. И пока у нас камни замачиваются, с помощью маркера мы закрасим наш подвод для того, чтобы попадать в этот угол. В качестве обдирочного камня мы взяли 150-й Barite CSHD. Вот я попал в угол заточки. Для того, чтобы попасть в угол заточки, я воспользовался преимуществом корпуса К03 Expert, тем самым увеличив угол заточки еще больше. И работаем до появления заусенца с обратной стороны. Мы проточили полностью по всей РК. Заусенец отлично чувствуется с обратной стороны. И хочу обратить внимание на одну особенность. Вот мы поработали сейчас 150-м камнем, и если мы смотрим на шлам на этом камне, то он имеет желтоватый оттенок. Я вот не знаю, видно не видно на камеру. Поэтому сталь 65Г, она у нас ржавеющая. И долго оставлять в воде нельзя. Что мы сделаем? Мы быстро пройдемся всем сетом, и за это время у нас нож не успеет заржаветь. Ржавеет у нас сейчас только шлам. И после этого уже можно будет смазать маслом, чтобы с ним ничего не случилось. Сейчас меняем камень на Barite 220. 150 погружаем обратно в воду, чтобы убрать шлам с самого камня. И устанавливаем 220. Как только чувствуем, что камни у нас начинают подсыхать, добавляем воду и продолжаем работу. Меняем абразив на 320. Также этот убираем обратно в воду, почистить. Мы перешли на следующий камень Barite 600 и слегка приподнимаем угол примерно на 0,1 градуса. Это нам позволяет гарантированно работать по режущей кромке. А на подводе, из-за того, что у нас всего лишь 0,1 градуса, никакого следа не будет. То есть ступеньки мы не делаем. В 800-й Barite также приподнимаем угол. Перешли на последний камень, это у нас Barite 1200. Приподняли немножко угол. Сейчас переходим к финальным движениям по снятию заусенца. Движениями только от себя. С каждой стороны по одному разу. Проверим остроту после заточки. 66 грамм, что для мачете более чем достаточно. Угол заточки у нашего мачете составил порядка 22 градусов на сторону, или же 44 общий. И проверим рез на газете. Отлично режет газету. Осталось это мачете смазать маслом, чтобы оно не заржавело, ну и проверить в полевых условиях. Прошла 1 неделя, посмотрим состояние мачете после заточки. Мачете было обработано маслом, и как вы видите, никакой ржавчины на нем нет. Давайте посмотрим под микроскопом.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.